Друзья, смотрите, что ко мне приехало. Это Asus Prime. Да, видеокарта 5060 Ti. И вот чем ее отличие от простой 5060 Ti, вы скажите, чем ты нас хочешь удивить? Это 16-гиговая версия на GDDR7 на Samsung. При этом это Overclocking Edition, и у него действительно есть отличия. Отличия в дизайне охлаждения, о чем мы поговорим чуть позже. Отличие в том, что она действительно имеет хорошую цену, она имеет большую пропускную способность памяти. И вот этот вот вариант, он идеально подходит для тех, кто хочет сейчас апгрейдиться, например, с RTX 2 серии, либо еще с GeForce 1 серии, да даже начального уровня 3 серию я бы тоже уже с удовольствием апгрейдил бы конкретно на вот этот вот, видите, Prime Graphic Card GeForce RTX 5060 Ti от Asus. От Asus, Asus, его по-разному называют, Asus даже некоторые, но в общем-то очень интересный вариант. Много они здесь всего пишут и про дизайн, и про приложение, которое там GPU Tweak 3, которое мы с вами рассмотрим, да, про различные моменты, но для чего же еще используют такие видеокарты? Да, я понимаю, там покупаю 5090, хотя для чего? Не очень понимаю на самом-то деле. Под это можно собрать нормальную сборку. Либо он может подойти как для апгрейда, для сборок предыдущего поколения, но достаточно мощных, которые сейчас уже, откровенно говоря, могли бы там считаться какими-то там некотируемыми. Но я ее буду тестировать на сборочке Intel Core Ultra 7 на чипсете 890, Z890 и, конечно же, 64 гига. У нас Kingston Fury Beast память, DDR5 5200. Ну, обыкновенный Kingston SSD. То есть это обыкновенная сборка, ничего примечательного в ней нет. Но она настолько хорошо вписалась конкретно в эту карточку, да, и вот даже 2К, вот как ее позиционировать, например, ну, Full HD Gaming, да, ультимативный Full HD Gaming, это хорошо, но 2К. 2К, бред ультимативный HD гейминг, ой, Full 2К гейминг, боже, я уже заговариваюсь. Либо даже можно посягнуть на 4К при некоторых настройках, тут уже смотреть надо. Что мы делаем сейчас? Идем с вами, смотрим конкретно уже, что нам заявляет производитель. Вообще, пошлите ее тестировать, а потом будем делать выводы. Но перед этим, конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик, ссылки на вот эту видеокарту лежат в описании под видео. Переходим. Вот за что люблю Overclocking Edition, это вот за простоту этого всего разгона. То есть на текущий момент есть вот GPU Tweak 3 приложение, и сразу с него и начнем. Вам достаточно просто, вот стандартный режим, включили режим разгона, да, там 110% у нас будет разгона, да, по факту. Есть тихий и есть юзер режим, и при этом у нас, видите, 0 децибельный фан, мы можем включить с вами OSD. И следить, в принципе, за и напряжением, и плюс у нас еще и есть мобильное приложение, то есть это вот действительно классно. И о чем идет речь? Это у нас NVIDIA RTX GeForce RTX Ti, это Prime, правильно, Prime у нас со 128-битным интерфейсом на GDDR7 16 гигов. Вот это уже, блин, по-серьезному, 5-нанометровый. Кстати, пропускная способность 448 гигабайт в секунду. Это уже, кстати, даже отличие от 8-гиговой версии у нас уже, ну, ощутимое будет. По сути, 8-гиговая была же у нас построена на GDDR6, 288 гигабайт в секунду пропускной способности. И вот, в принципе, это уже было вот при высоких разрешениях, когда вы использовали при загрузке текстур какого-то большого качества. Тут уже играла действительно сильно роль именно вот это вот качество памяти и ее объем. Поэтому здесь получилось и для AI задач, да, для искусственного интеллекта хорошо, для Stable Diffusion, для монтажа так вообще отлично. Поэтому вот на текущий момент мне нравится. Мне нравится то, что они здесь нам сделали. Тестируем мы с вами это все на следующей сборочке. А следующая сборочка это Intel Core Ultra 7 265F на сокете 1851. При этом это у нас 8 ядер плюс 12 ядер, 8 мощных, 12 эффективных, 20 ядер общее, 20 ядер, 20 потоков. Все это, конечно же, на материнке с чипсетом Z890
с PCI-Express 5, и у нас памяти здесь DDR5 64 гигабайта, при этом у нас здесь стоит Kingston Fury Beast, у нас здесь отбивает DDR5 5200. Так что я вам скажу, сборочка для этих целей неплохая. Если посмотреть на то, что они заявляются, давайте посмотрим. Если посмотреть на то, что заявляет сама компания-производитель, то вот, кстати, производительность для искусственного интеллекта 772 тераопс. Это просто классно. Вот в таком бюджете, вы хрен найдете чего-то похожего. То есть, например, там, если позиционируют Intel Core Ultra процессоры с какими-то там мега нейральными процессорами, то у них там сколько производительность? От 15, в зависимости от версии, от 15 до 30, это то, что я видел там и AMD, и Intel, там чего-то там, а здесь 772, ничего себе. Кстати, знаете, чем отличается Prime вообще от не Prime? Это 3 вентилятора Axial Tech, у них есть, кстати, сзади вот это вот, там длинные лопасти, что самое интересное, и кольцо для усиленного воздушного потока. Это вот очень важно, потому что фактически здесь реализовано очень хорошее охлаждение, мы в играх посмотрим обязательно. У нас есть вот эта вот технология, которая у нас 0 дБ, то есть она до 50 градусов вообще их тормозит в 0, то есть они не работают, хотя вы можете это в GPU твике отключить. Вообще не вопрос. По сути, там вентилируемая задняя пластина. А где тут они, кстати, показывают? Тут я просто рассматривал. Тут особо такого ничего нет, да, на сайте, на самом. Вентилируемая задняя пластина для усиления охлаждения. И, слушайте, вообще классно. Кстати, Dual BIOS еще здесь поддерживается. Именно для переключения для тихого режима и перформанс режима. Это очень-очень классно. Слушайте, ссылку я закину в описании под видео. Давайте с вами посмотрим, наконец-то, на результативность данной видеокарты. Конечно же, мы тестировали ее сначала в 3D Mark пошли и начали тестировать. И, знаете, для меня было вот интересное решение. Во-первых, да, давайте подумаем. У нас есть базовый буст режим 2617 МГц. В OC бусте, допустим, в режиме, да, разгоном, у нас может быть буст до 2647 МГц. Давайте развернем, чтобы это было виднее. И вместе с этой памятью GDDR7 и большей пропускной способностью она показала достаточно классные результаты. Теперь смотрите, в Speedway, это последний тест, да, который есть, она на максимальный результат набрала. Она набрала Great, да, и мы видим с вами, что она набрала очень высокий результат. Лучший 4133, средний 3988, а у нас 4012. То есть это один из лучших результатов на вот такой вот сборочке. И если посмотреть, то есть у нас она спокойно, по FPS в данном тесте не мне судить, по температурам она вообще практически при 100% загрузке, она там 61 градус была максимально, и то потом упала 60-59. Это отличный показатель температуры для вот этой вот видеокарты, очень хорошо отрабатывает Axial Tech вот эти вот кулеры, да. GPU load 100% постоянно она выдерживала. И по частотам мы достигали 2760 GPU Clock Frequency 2760. Давайте посмотрим на другие результаты. У нас есть здесь с вами. Я, кстати, протестировал все известные тесты, да, такие прикольные. То есть у нас Steel Nomad показал 3572, то есть у нас лучший результат 3647, средний 3519, это намного выше среднего 3575. Здесь мы уже можем судить, что в Battlefield будет 145 на 2К, потому что вообще изначально компания ее позиционирует для ультимативного Full HD гейминга, да. Давайте посмотрим Apex GTA 5, это у нас 100 плюс FPS на 2К, они ее позиционируют для ультимативного HD, Full HD гейминга, либо предультимативного 2К гейминга, вот такого, знаете, классного. То есть, что мы имеем здесь на сухом остатке? DLSS 4, правильно? NVIDIA Reflex 2, Tensor ядра 5-го поколения, RT ядра 4-го поколения, NVIDIA Ace, Streamer Tools, короче. Кстати, я бы рекомендовал там от 550 Вт блок питания для такой видеокарты, это 100%. Так, смотрите, GTA 5, RDR 2, это у нас 60 плюс на 2К Ультра, на секундочку, и Fortnite
знаете, я вообще там не смотрю 75+. Давайте загрузим еще, если вам мало Steel Nomad и хотите получать более привычные тесты, то, пожалуйста, допустим, в том же TimeSpy 15869, это очень хороший результат, средний 15979, вот она где-то вот ближе к среднему 15869, то есть это очень хороший результат. На самом-то деле это для Full HD гейминга. Давайте посмотрим, что мы здесь достигали с вами по GPU температуре. Тут 64 градуса максимально было. Ну, фреймрейт это уже такое дело. Потому что судить по тесту фреймрейта надо смотреть в реальных каких-то вариантах работы. А вот достигала она у нас 2767 МГц, это 2805, твою мать. GPU Clock Frequency. Ладно, давайте еще последний тест. Я провел еще и TimeSpy в 4К. Здесь мы получили, ну, лучший был 7695, средний 7569, у нас и получился наш 7569. Вообще просто топово, и в принципе результаты тоже подтверждаются. Вот это очень хорошие результаты для этой видеокарты. Пошли, наверное, поиграем. Ну и начал я, конечно же, с PUBG в Full HD на самых максимальных настроечках. Я получил 260 в пике, 220, 230 FPS. При том, что опять же мы смотрим, можем с вами видеть, что карта спокойно отрабатывала 58%. Это значит, что там до 72 она поднималась процентов загрузки в некоторых моментах. Да, это значит, что у нас есть еще достаточный ресурс. Но проца здесь хватает 100%. В принципе, даже не рассматриваем, то есть проц действительно отрабатывает отлично, для этой сборки он идеален. И получается у нас ситуация в том, что мы могли бы попробовать 2К гейминг, то есть мы спокойно видим, что здесь 260 FPS, и в принципе по монитор-то какой под эту карту брать, смело берем 2К какой-нибудь от 170 МГц, и будет от 170 Гц будет вообще тупо классно. Тупо классно. Я вам скажу, она обеспечит достаточную производительность для такого монитора. Какой-нибудь Asus TUF можно брать, хотя и Asus ROG, но Asus ROG это оверпрайс для этой карты, потому что мы изначально понимаем, что она бюджетная. Поэтому будем с вами сейчас смотреть. Смотрите, я дальше заморочился, переключился на 2К. Переключился на 2К, и на ультрах в 2К я получил средние 100 FPS. То есть, о чем это говорит? Хороший апгрейд, то есть она подходит для кого? У кого там 1080, это старые GeForce, там 1080, да, там у кого там 20 серия, это можно спокойно апгрейдиться на уровне, она вот спокойно, вот вообще просто рвет третью серию, там 4070 без TI, она спокойно вот может отрабатывать. Очень неплохо. Для 2К под 100 FPS вообще отлично. Следующим этапом мы заморочились именно с Киберпанком 2077. Мы выставили, вот вы сейчас видите настройки, это у нас Ray Tracing Ultra на высоких и ультра настройках. Конечно же Full HD. Стартуем с вами бенчмарк и дождемся конца. Вот сейчас посмотрим, как оно стартанет. Ну, по меню мы, конечно же, не смотрим с вами. Нам это не совсем интересно смотреть. И давай, у нас с вами получается... Та-дам, 77 на Ray Tracing Ultra. Конечно же с DLSS, само собой. Потому что Киберпанк это еще та штукенция, которую, ну, откровенно говоря, прокачнуть достаточно тяжело, так чтобы получить какой-то на ультрах какой-то сильный FPS. А здесь вот там карта действительно справляется. При том, что, ну, давайте тут дойдем до конца, то есть смотрим у нас. Уже в самом конце она поднялась до 90 FPS, и в результативной табличке мы с вами видим 82 FPS фактически, да, у нас, как мы видим, Ray Tracing Enable, все на ультра, 1080p. Но мы поставили Ray Tracing Medium на тех же 1080p, 2К я не решился играть в Киберпанк, там и потяжелее карты не очень-то справлялись нормально, на 2К уже там, не, они справлялись, но назвать это каким-то ультимативным геймингом тяжело. И на 2К разрешение у нас на старте пошло 89-90, даже выше 90, и давайте дождемся там, грубо говоря, конца теста.
Вот, смотрите, под конец теста у нас 92-94 FPS, 95 до 102 даже в пике поднималось. И мы с вами видим вот такой вот результат в табличке. 92 у нас среднее. И это был ретрейсинг медиум, а сейчас мы с вами в Stalker 2, да, Full HD на эпичных настройках. Для тех, кто знает, ну вот смотрите, если пойдем в настроечки, то у нас здесь, смотрите, графика, она высокая. Ставим Epic, применяем. Конечно же, перезагружаем полностью. То есть мы выключили. И на Epic настройках у нас 130-140 FPS. Stalker 2. Играй не хочу. Вот серьезно вам говорю. Это в самом максимальном качестве для Full HD. Я специально тестирую всегда на маковом поле. Для тех, кто не знает почему, то объясню. Очень много мелких частиц, которые на маковом поле. Да, очень много мелких деталей. Именно из-за этого макового поля. И очень много разных моментов. То есть, смотрите, в настроечках мы с вами там видим, что это у нас Full HD, конечно же. И нам очень сильно понравилось, а вот именно в новенький думчик, кто играл, ох и пушечка, я вам говорю, на высоких настройках. У нас, смотрите, это Full HD, без высинка, само собой, 136 FPS, 140 FPS и вообще никаких проседаний нет. Вы можете видеть полностью всю вот подноготную этого всего на последнем драйвере, который был доступен у нас конкретно на момент съемки, то есть шикарно, просто-напросто шикарно. При том, что если понаблюдать за температурой, ну здесь вот карта у нас была уже нагружена там 97-98%, да. Doom, конечно, может качнуть, потому что тут и проц у нас до 50 поднимался, и 54 градуса карточка, то есть, но это, кстати, очень классная температура, температуру держит топово. А вот в GTA 5 на максималочке мы получили 170-180 FPS, тут вопросов не возникло, играйте хоть в онлайн, хоть, допустим, в story мод, вообще не вопрос. Вообще без всяких моментов мы спокойно тут врезаемся. Давайте показываем самые яркие моменты. И у меня вопросов не возникало. В некоторых моментах провисание было до 130-120 FPS, но в среднем он держал 150-160 честных. И тут мне действительно понравилось. То есть играть не то, что можно, а нужно. А закончил это я все своей любимой игрой Horizon Zero Dawn. Я вам объясню почему. Потому что зачастую любители, которые кричат мне, нафига эти все пекарни ты собираешь, нафига ты их тестируешь, потому что та же самая плойка, она порвет там все. Я знаю, какое место она порвет. Чтобы вы понимали, Horizon серия, здесь вот самые ультра, я вам скажу, это же не просто ультра. Вот это вот 4К. Вот это вот конкретно 4К. Смотрите, самые ультра на 4К мы здесь имеем. Так, смотрите, ставим 2К с NVIDIA DLSS. И вот люблю, когда там очень сильно там кричат мне любители плоек, что там нафига на PlayStation это лучше. На PlayStation, дай бог, вам сделает 60 FPS, дай бог. И при том, что она будет это делать, потому что в этой игре можно поставить пресет оригинальное качество, как на плойке. И поверьте, на компе по качеству она намного интереснее, намного круче. Здесь мы видим, кстати, там 130. Я специально играю в очень-очень густой траве, да, там давайте здесь переключимся. Это на ультимативном, давайте здесь переключимся с вами там на 1080p и посмотрим, что у нас получится по FPS, да. А сразу на 1080p мы переключились и вот пошло оно вверх, там 170. Ну давайте 173, 175. Ждем, хотя в принципе разница небольшая. 200, 160 до 200 в пиковом моменте. Это шикарно. Это шикарно. В принципе, я готов уже пройти и прорезюмировать данную видеокарту. Она мне очень сильно понравилась, учитывая ее бюджет. В качестве выводов скажу, рекомендую ли я ее? Конечно, рекомендую. Блин, крутячая карта за вменяемые деньги. Для искусственного интеллекта, для монтажа, для игр 16 гигов. Да вообще она с запасом, при большим запасом еще надолго хватит. Поэтому я думаю, вы не будете разочарованы, если именно выберете такую карту. Я прям в восторге от нее. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.